Добро пожаловать на канал Marquis Byte. Сегодня мы с вами разберем... Не смотри так. Я думал, ты не заметишь мое отсутствие практически в год. Не прокатило, да? Окей, ладно. Да, меня не было слишком долго. Рассказывать что и почему не буду, скажу только то, что были на то причины. Но я вернулся и не с пустыми руками. Как вы знаете, на моем канале есть несколько форматов по компьютерной игре Overwatch. Сегодня в качестве, если можно так сказать, камбэка, приготовил для вас новый формат в рамках моего канала. Я предлагаю вам послушать, подумать и обсудить несколько интересных фактов из мира Overwatch. Возможно, кто-то о них знал, а кто-то и нет. В любом случае, я думаю, что каждый для себя найдет что-то новое. Всем приятного просмотра. Ну что, поехали. Начнем с недавних событий, которые захлестнули улицы многих городов в США. Вкратце изначальное событие. В конце мая в городе Миннеаполисе, штата Миннесота, произошел инцидент, в котором полицейский при исполнении должностных обязанностей убил чернокожего гражданина Джорджа Флойда. Данное событие и спровоцировало волну антироссийских протестов на улице США. В свою очередь, Blizzard в июле 2020 года убрала без объяснения причин граффити персонажа Макри в виде петли и заменили его на рисунок в виде подковы. Вы спросите, при чем здесь эти два события? Суть в том, что раньше петлю, помимо всего остального, использовали расисты для линчевания негров. Большинство комьюнити придерживаются данной теории о исчезновении граффити Макри. Вернемся же в игровой мир к недавним событиям, а если конкретно к новому персонажу Эхо. Многие из вас помнят первые тизеры о Эхо. И я полностью уверен, что большинство из вас думало, что Эхо это новый хил. Об этом свидетельствовала в том числе и ее хрупкая внешность. А я вам скажу, что большинство, которые так думало, отчасти были правы. Изначально героиню Эхо задумали как персонажа поддержки, но ведущий дизайнер персонажа Джефф Гудман, вдохновившись именем нового персонажа, предложил дать герою способность копировать чужие умения. Но загвоздка была в том, что данная ультимативная способность никак не вязалась с геймплеем Эхо. Разработчики Blizzard не хотели, чтобы Эхо превратилась в какого-нибудь Макри, вследствие чего команда бы потеряла лечение. Тогда у разработчиков возникла идея о том, чтобы наградить своего нового персонажа неплохим уроном и переписать его в класс ДД. А сейчас немного к экстравагантным фактам. Я думаю, многие из вас слышали об этом, так как эта новость просто разорвала игровые форумы по всему миру. Как мы знаем, западные страны достаточно толерантны к секс-меньшинствам, нежели в России. Первооткрывателем Overwatch стала Tracer. В конце 2016 года Blizzard выпустила рождественский комикс, в котором показали, как разные персонажи Overwatch празднуют Рождество. Также был момент с нашей Tracer, где та искала свой рождественский подарок, а в конце получила поцелуй от рыжеволосой красавицы. На дружественный поцелуй это не очень похоже. Естественно, в России данный комикс официально не вышел. Относительно недавно отличился и самый брутальный герой Overwatch. Собственно, почему я и говорил, что данная новость будоражила все игровые форумы. В январе 2019 года сценарист игры Майкл Чу опубликовал рассказ «Бастет», в котором были упомянуты достаточно близкие отношения между солдатом 76 и мужчиной по имени Винсент. Нетрудно догадаться, что после данного рассказа все умы будоражила мысль о том, натурал ли, так сказать, наш солдат или нет. В итоге, спустя некоторое время, тот же сценарист Майкл Чу подтвердил, что солдат 76 гей. Также есть слух о том, что пик-рейт данного персонажа упал после данной новости, и Blizzard долго думали, что же с этим сделать. Многие пользователи считают, что последнее изменение сил солдата, а если точнее неплохой такой баф, связан как раз с тем, чтобы поднять его пик-рейт. Давайте затронем, на мой взгляд, достаточно интересный факт. В Китае крайне негативно относятся к упоминаниям Винни-Пуха. Да, вы не ослышались, Винни-Пуха. Связано это с тем, что Пуха очень часто сравнивают с лидером страны Си Цзиньпина. Чтобы вы понимали, там настолько все с этим плохо, что даже в 2018 году не выпустили в прокат фильм «Кристофер Робин». В начале 2019 года все игроки Overwatch в Китае также начали банить за упоминание Пуха. Многие нечестные игроки пользовались этим. Сейчас задавали вопрос, кто лучший друг тигра. Естественно, игроки без задней мысли отвечали на этот вопрос, за что и получали бан. А что вы знаете о доходах компании Blizzard от проекта Overwatch? Я думаю, все прекрасно понимают, что там крутятся достаточно большие деньги, но мало ли кто знает какую-либо конкретику. По информации аналитического агентства SuperData, к концу июля 2019 года общие доходы игры от микротранзакций превысили $1 миллиард. Overwatch на тот момент стала шестой франшизой Activision Blizzard, заработавшей $1 миллиард. До этого отличились World of Warcraft, Call of Duty, Destiny, Candy Crush и, конечно же, Hearthstone.
Вернемся к нашим друзьям из Китая, ведь благодаря им мы узнали скрытую информацию о Overwatch. Она связана с тем, что в Китае вступил закон, который обязывает всех разработчиков, продающих своих игр к набору с случайными вещами, раскрывать шансы выпадения последних. В итоге Blizzard была вынуждена обнародовать эти данные. Каждый контейнер содержит как минимум одну редкую вещь. Эпики встречаются один раз за 5,5 контейнеров, легендарки один раз за 13,5 контейнеров. Как связана пивная банка и Overwatch? А я вам расскажу. Знали ли вы, что авторы Overwatch долго не могли определиться, как должен звучать звук попадания по противнику? Решение же оказалось достаточно неожиданным. Стреляя во врага, вы слышите шипение открывающейся пивной банки. Запись лишь слегка обработали и перевернули. Что насчет Marvel? Среди поклонников игры оказался сценарист сериала «Агенты Щит» Мэтт Оусон. В одном из эпизодов он даже оставил забавную пасхалку. Персонаж Джей Ти Джеймс по прозвищу Hellfire, специалист по взрывчатке, цитирует красавчика, например, «И я в ударе, больше обычного». Надеюсь, для вас данный ролик стал отчасти познавательным, и каждый что для себя открыл новое. Я безумно рад к вам вернуться. На текущий момент с графиком выхода роликов определиться пока что я не могу. Опять же, есть на то причины, но однозначно они будут гораздо чаще. Я говорю спасибо каждому, кто ждал и верил, что я вернусь. Ну, что могу сказать? Вот он я здесь. Я хочу услышать от вас ваше мнение по поводу нового формата. Вторые, конечно же, никуда не уйдут. Также будут истории, быстрые гайды и связи. А ты что скажешь, Дива? Ставим лайки и подписываемся. Полностью с тобой согласен. Всем пока.